Всем привет! В этом видео я собрала 4 рецепта закусочных тортов, которые отлично подходят для новогоднего или рождественского стола. Первым приготовим закусочный мясной торт, от которого мужчины будут в восторге. Такая закуска красиво смотрится на праздничном столе и получается очень вкусной и сытной. Сначала приготовим фарш. 100 грамм белого хлеба ломаем на куски и заливаем его 100 мл кефира или молока. Пока разбухает хлеб, подготовим остальные ингредиенты для фарша. 700 грамм куриного и 200 грамм свиного фарша режем на куски. Одну луковицу тоже нарезаем кусочками. В мясорубке перекручиваем куриное филе, свинину, лук и уже разбухший белый хлеб. К фаршу добавляем одно сырое яйцо, солим и перчим по вкусу. Фарш хорошо перемешиваем. Вырезаем 2 пергаментных листа, в 2 раза больше блюда, на котором будем собирать закусочный торт. В итоге должно получиться 4 мясных коржа. Половину фарша выкладываем на пергаментный лист и равномерно его распределяем ложкой. Точно так же подготавливаем и второй корж. Мясные коржи ставим в разогретую духовку до 180 градусов, выпекаем приблизительно 40-45 минут. Пока пекутся коржи, готовим начинку для закусочного торта. 400 грамм шампиньонов нарезаем пластинками. На раскаленную сковороду наливаем немного растительного масла и кладем нарезанные грибы. Шампиньоны жарим на большом огне до испарения жидкости. Пока жарятся грибы, нарезаем одну луковицу полукольцами. Из сковороды уже испарилась вся жидкость. Уменьшаем огонь до среднего, доливаем еще сюда немного растительного масла и кладем нарезанный лук. Все обжариваем до красивого золотистого цвета. В конце жарки грибы солим, перемешиваем и снимаем с огня. Мелко нарезаем одну луковицу. 3 морковки трем на крупной терке. На раскаленную сковороду наливаем немного растительного масла и кладем нарезанный лук. Обжариваем до полуготовности и добавляем тертую морковь. Немного обжариваем и накрываем крышкой. Тушим на небольшом огне примерно 5 минут, пока морковь не станет мягкой. В конце морковь солим. Перчим и оставляем остывать. В остывшую морковь добавляем 2 зубчика чеснока и 2 столовых ложки майонеза. Все перемешиваем. Испеченным мясным коржам даем остыть и разрезаем их пополам. Все коржи складываем друг на друга и выравниваем края. Собираем торт. Кладем первый мясной корж и на него выкладываем половину морковной начинки. Равномерно распределяем ее по коржу. Сверху накрываем вторым мясным коржом и смазываем его майонезом. Выкладываем слой жареных грибов. Третий корж с одной стороны смазываем майонезом и смазанной стороной кладем на грибы. Сверху на мясной корж кладем оставшуюся морковную начинку. Равномерно ее распределяем и накрываем последним коржом. Теперь займемся украшением закусочного торта. 4 вареных яйца разделяем на желток и белок. Отдельно трем на мелкой терке белок и желток. Собранный закусочный торт сверху и по бокам обмазываем майонезом. Тертый желток с помощью ложки наносим на бока. Сверху на торт выкладываем тертый белок. Из веточек укропа на закусочном торте выкладываем елочку. Елочку украшаем гирляндами из зерен граната и кукурузы. На верхушку кладем звездочку из морковки. Новогодний закусочный торт получился изумительно вкусный и сытный. Такой торт выглядит красиво и празднично и пользуется огромным успехом на праздничном столе.
Вторым приготовим закусочный торт «Наполеон». Такой торт-закуска выглядит на праздничном столе красиво и оригинально, и к тому же он очень вкусный и сытный. Сперва испечем слоеные коржи. Тесто немного раскатываем. Я торт буду складывать на прямоугольном блюде и под него вырезаю коржи размером 25 на 16 см. Всего понадобится 900 грамм слоеного бездрожжевого теста. Коржи перекладываем на противень, накалываем вилкой и ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем примерно 15-20 минут. Должно получиться 5 целых коржей. Пятый корж я делаю из остатков теста, которые аккуратно складываю и раскатываю в лист. Также нам еще понадобятся и обрезки для посыпки торта. Перед тем, как собирать торт, испеченные коржи нужно охладить. Пока выпекаются коржи, подготовим начинку. Рыбную консерву разминаем вилкой. Небольшое количество жидкости, которая была в консерве, оставляем для того, чтобы рыба получилась сочной. Я использовала сайру, но также можно взять сардину или тунец. 2 вареные морковки трем на крупной терке. В натертую морковь добавляем 1 зубчик чеснока через пресс. Немного солим и добавляем майонез. Все перемешиваем. 4 вареных яйца тоже трем на крупной терке. Немного солим, добавляем майонез и перемешиваем. Собираем закусочный торт на блюде. Кладем первый корж и, чтобы сделать его более ровным, придавливаем его руками. Корж немного смазываем майонезом. Сверху выкладываем половину измельченной рыбы и равномерно ее распределяем по всему коржу. Кладем второй корж. На него выкладываем всю подготовленную морковь с майонезом и тоже распределяем по всему коржу. Накрываем третьим коржом и смазываем его майонезом. Сверху выкладываем тертые яйца с майонезом. Четвертый корж также смазываем майонезом. Кладем на него всю оставшуюся рыбу. Накрываем пятым коржом. Торт накрываем пищевой пленкой, сверху кладем на него доску и ставим груз. В таком виде торт отправляем настаиваться в холодильник на целую ночь. Прошла ночь, достаем торт из холодильника. Все неровные края у торта подравниваем ножом. Подготовленный торт обмазываем сливочным сыром сверху и по бокам. Всего понадобится 200 грамм сливочного сыра. Его можно заменить творожным сыром. Испеченные обрезки коржей измельчаем в крошку с помощью измельчителя или руками. Торт со всех сторон посыпаем крошкой. Мелко нарезаем зеленый лук для украшения торта. Из лука выкладываем диагональные полоски на торте. Также украшаем торт зернами граната. Торт получился изумительно вкусный и в меру влажный и сытный. Такой закусочный торт пользуется огромным успехом на праздничном столе. Обязательно его приготовьте. Третьим приготовим еще один закусочный соленый торт, который вызовет море положительных эмоций у ваших гостей. Сначала испечем коржи. Для торта понадобится 900 грамм готового слоеного бездрожжевого теста. Лист теста кладем на пергаментную бумагу, немного посыпанной мукой. Лист теста раскатываем в ширину примерно в 1,5 раза. Из этого теста вырезаем круг. Я вырезаю с помощью крышки от кастрюли. Диаметр круга получается 19,5 см. Также тесто можно вырезать ножом вокруг крышки или любого другого подходящего по размеру предмета. Тесто прокалываем вилкой. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем корж примерно 10-15 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Остатки теста собираем и тоже раскатываем. Вырезаем круг и точно так же запекаем. Из этого количества теста у меня получилось 5 готовых коржей. После выпекания коржи немного уменьшились в диаметре. Теперь приготовим начинку для торта. Берем 250 грамм красной соленой рыбы и отрезаем от нее несколько длинных нетолстых пластинок. Сразу из пластинок рыбы скручиваем розочки. Чтобы розочки были более аккуратные, отрезаем от них нижнюю часть. Мне для украшения торта понадобилось 3 розочки. Остальную рыбу нарезаем небольшими кубиками. Вяленые помидоры нарезаем небольшими кусочками. Мне понадобилось чуть больше половины 300-граммовой баночки. Вместо вяленых помидоров можно использовать свежие огурцы. Зеленые оливки без косточки нарезаем колечками. Понадобится 1 банка оливок. Примерно 15 оливок из этой баночки оставляем для украшения. Готовим крем для торта. В миску кладем 600 грамм холодного сливочного сыра. Я использую сыр Филадельфия. Сюда же наливаем 400 грамм холодных сливок жирностью не менее 30%. Добавляем немного соли, так как сыр уже соленый. Все начинаем взбивать на низкой скорости миксера, постепенно увеличивая ее до максимальной. Взбиваем крем до пышной однородной массы, которая хорошо держит форму. Складываем торт. Ставим кулинарное кольцо. На дно кладем первый корж. Между коржом и кольцом ставим ацетатную пленку. Сжимаем кольцо до размера коржа. На корж наносим часть приготовленного крема. На крем выкладываем половину нарезанной красной рыбы. Сверху на рыбу наносим небольшой слой крема. Кладем второй корж. На него наносим крем. Затем кладем нарезанные оливки. Снова наносим крем. Кладем третий корж. Наносим крем. На него выкладываем нарезанные вяленые томаты. Снова крем. Накрываем 4-м коржом. Наносим крем. Выкладываем вторую часть подготовленной красной рыбы. Опять наносим крем. Часть крема должна остаться, она понадобится для украшения торта сверху. Накрываем последним коржом. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник настаиваться на 4 часа. Я оставила на целую ночь. Прошла ночь, торт настоялся. Снимаем кольцо и ацетатную пленку. Торт переставляем на подложку. Я обычно торты переворачиваю вверх ногами, чтобы верхняя часть торта получилась более ровная. Торт по бокам и сверху украшаем оставшимся кремом. Сначала наносим тонкий черновой слой крема, чтобы прибить крошки. Затем наносим остальной крем и красиво его разглаживаем шпателем или широким ножом. Украшаем торт. В длинные стручки перца вставляем по шпажке, чтобы их можно было закрепить на торте. Перец на шпажках вставляем в торт. Зеленые оливки нанизываем на шпажку. Точно так же подготавливаем шпажку с черными оливками. Для того, чтобы оливки красиво блестели, смазываем их растительным маслом. Шпажки с оливками вставляем в торт. Лимон разрезаем пополам и нарезаем дольками. Точно так же отрезаем дольку от лайма. Украшаем торт дольками лимона и лайма. Ставим розочки из красной рыбы. Сыр нарезаем на треугольники. Украшаем торт сыром и зеленью. Я использовала зелень для салатов. Выкладываем оливки.
По низу торта кладем стручок красного перца. Торт сверху посыпаем кунжутом. Несладкий торт с рыбой получился очень вкусным и сытным, выглядит необычно и очень эффектно. Также в такой торт начинку можно положить на свой вкус. Например, рыбу заменить колбасой или мясом. Украсить торт также можно по своему желанию. Четвертым приготовим печеночный торт. Это вкусное блюдо может быть как основным блюдом, так и закуской. Сначала приготовим тесто для печеночных блинов. 500 грамм говяжьей печени моем, снимаем с нее пленки и нарезаем на куски. 2 луковицы нарезаем крупными кусками. В мясорубке перекручиваем нарезанную печень и лук. В миску с перекрученной печенью добавляем 5 яиц. Солим и перчим по вкусу. Все хорошо перемешиваем. В эту массу добавляем 1 стакан муки. Все перемешиваем. Добавляем примерно 400-450 мл молока. Опять перемешиваем. Должно получиться жидкое тесто, как на блины. Тесту даем настояться примерно 15-20 минут, а тем временем подготовим начинку. 3 луковицы нарезаем кубиками. 4 морковки трем на крупной терке. На раскаленную сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Обжариваем его до золотистого цвета и к нему добавляем тертую морковь. Все жарим до мягкости морковки. Снимаем с огня и даем остыть. Остывшие овощи немного солим. И выдавливаем через пресс 3 зубчика чеснока. Все заправляем 2 столовыми ложками майонеза и хорошо перемешиваем. Тесто настоялось, теперь жарим печеночные блины. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла наливаем 1 половник теста и равномерно распределяем его, наклоняя сковороду. Блины обжариваем с 2 сторон до румяной корочки. Так жарим все печеночные блины. Собираем печеночный торт. На блюдо кладем первый печеночный блин и смазываем его сверху морковной начинкой. Накрываем вторым блином. И так складываем весь торт, чередуя морковную начинку и печеночные блины. Украшаем печеночный торт. 2 вареных яйца разделяем на желток и белок. Отдельно трем белок и желток на мелкой терке. Последний блин сверху смазываем майонезом. Сверху по краю торт посыпаем тертым белком, а в середине желтком. Украшаем торт веточкой петрушки. Печеночный торт получился красивым, очень вкусным и сытным. К тому же это блюдо можно отнести к бюджетным. Такой печеночный торт отлично подойдет на праздничный стол. Обязательно его приготовьте. Если вам понравились такие закусочные торты, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.